Всем привет! Сегодня мы отправимся в Вентспилс и посетим заброшенный отель на берегу Балтийского моря. Отель порадовал интересными находками. А после мы прогуляемся по портовой промзоне. Приятного просмотра! Попал я в одну заброшенную гостиницу прямо на берегу моря. А вот и первый номер. Сразу проверю. Света нет. Еще один номер. Везде кровати, мебель и вот такая разруха. Журналы. Интересно посмотреть год. 2009. Интересно, сколько же лет это все заброшено? А вот и Балтийское море. Сегодня очень ветрено. Порывы ветра составляют до 20 метров в секунду. Ух ты! А тут, похоже, был бар. Ну и небольшая кухня. — 2012 год. Советские весы. Только не написано, где сделаны. Мышеловки. Душевая. Интересно то, что здесь туалет был общий. Такая экономная советская гостиница. Только вот очень тут все заплесневело.
То есть здесь все сохранилось, только вот природа сделала свое дело. И снова мои любимые тарелки. Рижские. Голубь, не бойся. Последний этаж. 5-й. Кстати, в этом месте я не первый раз. Лет 5 назад мы с товарищем путешествовали по нашей стране. У нас тогда практически не было денег. Мы путешествовали автостопом, а иногда на грузовых поездах. И вот как-то летом мы приехали в этот город провести время на побережье Балтийского моря. Нашли эту гостиницу, и мы здесь даже провели несколько ночей. Правда, тогда здесь еще горел свет, и не было так сыро. Но сыро здесь, потому что все окна забиты досками. И несмотря на сильные ветра, помещение слабо проветривается. В таком номере жило 4 человека. Пусто. Тут есть еще и подвал. Ну а это главный вход. Инструкция по пользованию таксофоном. Попал я на склады. Вот эти рижские тарелки. Припасы, которые неприятно пахнут. Снова посуда. И снова рижская. Какая сахарница. Чайка. Похоже на пылесос.
Ой, сколько здесь всего. Кассовые аппараты. Из 2000-х. Мониторы. Выключатели. Огнетушители даже стоят. Двухтысячного года. Телевизоры. Вот такой красавец. Коробки с документацией. 2003 год. А это, получается, шкафчики работников были. Комната сторожа. А, ну вот. 2010. Закрылось это заведение 13 лет назад, получается. Сломанные счеты. Закрыто. Снова склад. Да ладно. Это же сумочки от противогазов. А вот и сами противогазы. Неужели тогда настолько серьезно боялись ядерной войны, что даже в гостинице наготове держали по противогазу на каждого гостя? Ой, как тут все сгнило. Акт на выдачу дизельного топлива и масла. Это все акты. Раздевалка. Вот это, конечно, капсула времени. Назад в 2000-е. Да что 2000-е? Назад в СССР. Снова душевые. Да. Все советское еще. Щетки. Снова противогазы. Черный красавец. И жидкости для защиты кожи от радиации. 1985 год. Я такое уже встречал в бомбоубежищах. Но зачем это все было в гостинице, честно говоря, я не очень понимаю.
Время спуститься в подвал. Может быть, тут есть небольшое убежище? Хотя вряд ли. Да. Подвал пустоват. Получается, я обошел все здание. Ух ты! Рядом с гостиницей находится заброшенный завод, на котором раньше выпускали рыбную продукцию. Решил я за раз сюда тоже заглянуть. Какой же он пыльный. Попал я в очень крупный цех. Камера хранения 45 тонн. И тут кто-то отдыхал, пил спиртное, курили траву. Еще одна камера хранения на 270 тонн. Здесь таких камер было 8 штук. И хранились здесь скоропортящиеся продукты. Скорее всего, в основном рыба. Представляете? Просто насколько было огромное производство рыбных продуктов. Если такие большие камеры, и это все использовалось, такого я еще не встречал. А вот и герметические двери. Техническая лаборатория. Это была небольшая заводская лаборатория, но позже ее переделали под комнату отдыха. Тарелки. А на крыше тем временем летают чайки. А вон птенцы. Они еще не умеют летать.
98 год. А вот 2002 календарь. Фотографии различных лодок, катеров. Ой, невозможно дышать. Очень пахнет плесенью. Это, похоже, была будочка для рабочих. 2017. Шкафчики рабочих. И холодильник. А тут, похоже, просто склад различных вещей. Ух ты! Это же рыбацкая лодка.